День вчера сумасшедший был по насыщенности. Вначале я накрутил 80 километров, потом этот норвежец со своими сардинами заставил меня плавать с ним. Потом этот марафон по барам. Отъехал в сторонку на White Beach. Это где-то километрах 6 от всего движника Малбаальского. Белый пляж с лазурной водичкой. Ну, чувствуется, то ли прилив был, то ли что. Береговую линию смыло. Вообще место какое-то странное. Уже после обеда, отдохнув на пляже, я вернулся и встретился с ребятами снова. Мы отправились поплавать с Маской. Подозреваю, сегодня программа будет такая же, как вчера. Приехали снорклингом заниматься, только народу сегодня у нас побольше, чем вчера. А потом, я как понимаю, будет забег по барам. Прикольно поплавали, увидел змею, самую ядовитую змею в мире, и увидел черепаху морскую. Приехали еще ребята, наша компания расширилась, и мы начинаем второй алкомарафон. Как бы все это безобразие пережить. Я-то и вчерашний еле пережил. Так, немножко цен в барах на улице. Вот они выезжают. Wait for me, guys. Who? Again? Sandwich again? Yoo-hoo! Sandwich again. Hi. Where's the strap on, Chris? Are you excited of the night? Oh yeah, always. Мы встретились, поужинали, и все понеслось по новой. Время 7 утра. Я вчера пораньше ушел, сильно напиваться не стал. Сегодня я заказал экскурсию на водопады, каньонинг, там что-то сплавляться на лодочках, наверное. 1500 стоит эта экскурсия, посмотрим, что из этого получится. Сейчас иду до резорта, в котором ребята остановились. Туда, Канечки. Позавтракаем, и оттуда нас машина заберет группой и повезет на водопады. Расскажу и покажу, как я сходил на каньонинг в свой третий день пребывания в местечке Моал-Боал. В 7 утра мне нужно было быть на точке сбора. Точкой сбора оказался Анин резорт, где она накормила меня и веселого шляпошника из Нидерланд завтраком. Через какое-то время подъехал микроавтобус. Это была обычная джипня.
И мы со шляпошником сели внутрь. Там уже сидел какой-то парень из другого отеля, тоже откуда-то из Европы. Затем наш микроавтобус поехал собирать остальных участников нашей группы из других отелей. К нам присоединилась пара из Ирландии, 2 парней и девушка из Англии и парень из Италии. Все, кроме меня, были обычные туристы, которые приехали на Филиппины всего на несколько недель. Уже на месте к нашей группе присоединился мужчина из Франции с сыном-подростком. Нас собрали для инструктажа, нарядили в спасательные жилеты и выдали шлемы. Все вещи нужно было оставить в шкафчике, за которые пришлось доплатить еще 100 песо. Хорошо хоть что шкафчик большой, и мы всей группой запихали наши вещи в один. После подготовки наша группа погрузилась в тот же самый микроавтобус, на котором мы приехали, и нас повезли в горы. По пути у меня захватывало дух от потрясающих горных пейзажей. Было очень красиво. Нас привезли на место сбора, где уже были и другие группы. Провели дополнительный инструктаж, и дальше до горного каньона нужно было идти 40 минут пешком по горам. После инструктажа всех попросили заполнить и подписать какой-то документ. Я в содержание не вчитывался, что-то про отказ от ответственности в случае травм. Спросили, были ли у кого-нибудь травмы или операции. Я признался, что год назад у меня была операция на ноге, и в ней сейчас металлическая пластина. Инструкторы строго запретили мне прыгать с водопадов во время преодоления каньона. Чтобы не идти пешком, желающим за 600 песо предложили воспользоваться зиплайном до места спуска в каньон. Но так как деньги почти все оставили в раздевалке на точке сбора, этой возможностью из нашей группы почти никто не воспользовался. Мне также пришлось арендовать и специальные сандалии еще за 100 песо, так как в сланцах там делать нечего, нужна специальная обувь. Желающие могли приобрести водонепроницаемый чехол для телефона. Через какое-то время мы дошли до спуска в каньон. Там уже были другие группы со своими инструкторами. Каждая группа имела свой цвет шлемов. Наши шлемы были синего цвета. Ущелье просто потрясающее. Я такого ни разу еще не видел, аж захватывало дух. Между скалами текла быстрая горная река, которую нам и предстояло преодолеть до самого спуска в течение последующих нескольких часов. Когда я заполнял бумагу, меня спросили, откуда я. Я сказал, что из России, и это услышали остальные в группе. Вы знаете, тут я впервые ощутил на себе, так сказать, повесточку. Краем уха я услышал, как остальные начали шептаться: «Русский, русский, он русский». Было, конечно, неприятно, и забегая наперед скажу, что со мной вообще с тех пор никто не общался. Ну, кроме общительного мужичка из Франции, но с ним общаться было сложно, так как он практически не говорил по-английски. С этого момента я стал невидимкой в нашей группе. Возможно из-за этого, а возможно из-за того, что инструктор вел меня по каньону отдельно от всех безопасными тропами из-за моей травмы, в то время как все остальные прыгали в воду с большой высоты. В общем, было не очень приятно. Никогда раньше тут на Филиппинах я не испытывал какого-то негатива к русским. Возможно потому, что общаюсь с такими же экспатами, как и я сам, и с филиппинцами. А сейчас оказался среди простых туристов, которые приехали пару дней назад. From London to Taiwan, I've been all around the globe.
trying to protect your soul. Всего было 8 порогов высотой от нескольких до 10 метров, с которых нужно было прыгать. Прыгать я не стал из-за травмы, разве что только с самых маленьких. Вместо этого инструктор ввел меня и других коллег из других групп безопасным путем. Преодолев все пороги, мы спустились к водопадам Кава-сан. Там получается 2 больших водопада. Это было время отдохнуть и пофотографироваться на фоне них. После чего мы вышли ровно в то же место, где нас собирали и выдавали жилеты и каски. Тут нас ждал обед, который входил в стоимость тура. Ничего особенного, просто рис и курица. Здесь все разрушено после тайфуна Одетта, который был в конце декабря прошлого года. Так до сих пор все и осталось разрушено. Когда все переоделись, пообедали и перевели дух, нас отвезли обратно в Моалбо-Ал, туда же, откуда и забрали утром. Мероприятие заняло почти весь день. Меня забрали около 7 утра, а привезли около 4 вечера. За день я очень устал, а завтра мне нужно было вставать в 5 утра и крутить педали домой. Поэтому этим вечером я встретился с Анной и Крис, поужинал и пошел домой спать. А девчонки, конечно же, отправились тусить. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец. Я проснулся в 5 утра, сейчас, наверное, 5:20. Потихоньку попилю в Думагете на велике обратно. Прикол, только что встретил девчонку, с которой вчера мы вот поужинали, до этого тусили. Она только сейчас домой возвращается после вечеринки очередной. Говорит, можно у тебя в номере поспать, ты все равно уезжаешь. Я до 12 посплю. Ну, пожалуйста, ради бога, мне все равно номер не нужен уже. Все, выходные закончились, поехал в Думагете. Впереди 80 километров тулить. Там первые 15-20 километров жесткач, конечно, по горам придется ехать. Устану сильно. Ну, а дальше там по накатанной. Спасибо Малбалу. Поехали на Негрос. Очень красиво здесь. Малбал мне, конечно, понравился. Очень тусовочное место. Очень повезло, что я встретил Аню, Пола из Норвегии, ребят, которые меня потащили по потоку и организовали досуг. Анька, она вообще работает, как я понял, то ли тургидом, туроператором. В общем, это она организовала поездку на каньонинг, на водопады Кава-сан. Но очень все дорого. За 3 дня выходных я всадил, наверное, 10 тысяч песо. На бомж-бюджете там делать нефиг. 1,5 штуки стоил номер в гостинице. И у меня было 3 ночи, то есть это 4500. 1,5 штуки стоил каньонинг, это уже 6 тысяч я потратил. И на гулянки, ну, где-то по штуке в день, даже больше. Да, где-то 10 у меня ушла за 3 дня выходных. Все дешевые отели, меньше 1000, которые были заняты. Вообще, судя по Агаде, судя по букингу, там можно найти какой-то хостел, какое-то общежитие, но оно будет далековато. В районе 500 песо. Но они все заняты, они все забронированы вперед. И они далеко от движухи, от всей. Снорклинг потрясающий. Там очень красивый коралловый риф. Черепахи, змеи, сардины. В хорошую погоду поплавать с маской. Там, наверное, очень круто. Ну и это и бесплатно. Вернусь ли я снова? Да, потусить, наверное, прикольно будет вернуться. Туристов дофига. Китайцы, корейцы, европейцы. Бледные люди, я их называю. Видно, что только-только приехали. У них ожоги на теле. Все, по-моему, я горы проехал. Километров 20 я проехал, или 25 уже. Дальше дорожка должна быть ровная. Я думаю, что дальше поеду по накатанной, все будет хорошо. Когда туда ехал, на том горном отрезке, я очень устал, конечно. Была жара еще. И силы кончились. А сейчас нормально прискочил. Мне нужно доехать до Бато, до порта Бато, переправиться на Негрос. И там из Амлана доехать в Думагете. Я думаю, часам к 12 приеду. Сейчас, наверное, только 7 утра. Еще девчонка это утром приколола. Крис ее зовут, по-моему. 5 утра я выхожу уже выезжать. Еще темно. Смотрю, чешет по дороге. Пьяная, помятая, пионер-вожатая с перегаром. Я говорю, что, только домой идешь? Да.
Говорит, можно, ты же уезжаешь, можно я у тебя до времени чекаута, до 12 посплю? А то у меня соседка по квартире привела мужика ночью. Я вчера с ними поужинал, где-то в 9 вечера, с Анькой и вот с этой Крис, с парнем из Дании, Джо, не из Дании, из Нидерландов. Джо, по-моему, зовут, болтливый, который в шляпе. Ну и в 10 часов пошел домой собираться и спать, потому что мне вставать было в 5. А они продолжили тусить, и, видать, до 5 утра тусили. Анька это с дредами львица, хищница просто. Я с ней в Думагете познакомился. Она там жила где-то 3 или 4 месяца. После тайфуна, когда Маал-Баал снесло, они все приехали к нам в Думагете и жили там 3 или 4 месяца. По пути я зашел в 7-Eleven купить булочку и энергетик. Магазины 7-Eleven в Азии повсеместно распространены, очень удобный магазин. Это Сиапао, булочка с мясом, очень вкусная, мне нравится. А это Кобра, энергетик местный. Bye. Yeah. Время только 9 утра, я уже почти приехал в порт Бат, у меня осталось где-то 2 километра до порта. Сегодня ехать просто одно удовольствие, очень легко, хорошо, потому что нету солнца, нету жары, моросит дождик. Сегодня вообще без проблем доехал. Когда туда ехал в Маал-Баал, я, конечно, очень вымотался. Солнце прям выматывает моментально. Ты вроде едешь с утра, все хорошо. Часиков в 10, в 11 начинается жара, солнце, плюс какой-нибудь подъем, и тебя вот так вот на раз просто вырубает от усталости. Я думаю, в такую погоду, как сегодня, можно ехать и ехать. Если еще дорожка ровненькая, я думаю, 150 и 200 километров за день можно проехать. Выматывают подъемы и солнце в комбинации. 210 песо билет стоил вместе с велосипедом у нас двоих. Жалко, погода опять дождливая. В солнечную погоду кадры получаются красивые. Крыс на корабле я встречал, а вот куриц впервые. Я проехал примерно 60 километров с Маал-Баала до порта Бата, и сейчас корабль привезет меня в порт Амлан. Оттуда нужно будет накрутить до дома еще примерно 20 километров. Радует, что от карантина и следа не осталось. Буквально несколько месяцев назад, чтобы с одного острова переправиться на другой остров, нужно было сдать кучу бумажек, зарегистрироваться онлайн, PCR-тест, карты вакцинации. Сейчас я вот просто купил билет с одного острова на другой, никто ничего не спросил ни про какую вакцинацию, ничего. В том году, когда я ездил даже внутри Негроса с одной провинции в другую, это был просто ад бюрократии. Меня заставили сдать PCR-тест, заполнить кучу бумажек, зарегистрироваться онлайн. Радует, что сейчас уже ничего этого нету. Никто маски не носит. В Маал-Баале куча туристов понаехала. Филиппины ожили после пандемии.